наконец-то дождались снегопада. Правда, он не такой большой интенсивности, как стоял в прогнозе, но зато у нас весенняя погода. Всего 4 градуса ниже 0. И снег. И он шел всю ночь. Вот эта тема. И на завтра, и на послезавтра тоже стоит снег. Правда, плюсовая температура, но уже плюс 5 нету, о чем я и говорил. Стоит максимальная температура плюс 3, но ее тоже, скорее всего, не будет. Учитывая, что здесь горы, высота, гостиница находится на высоте 900 метров, а катаемся мы на высоте 1300 метров. Поэтому даже если будет там плюс 1, плюс 2, то там будет идти снег. И здесь, в поселке, будет идти тоже снег. Ну, подвалило нормально снега. Февраль радует, конечно. Обычно в эти даты, конец января, начало февраля, стоят морозы. И в прошлом году я как раз вот эти 2 недели, последняя неделя января, первая неделя февраля, я не катался, потому что здесь там за минус 30 было. А в этом году снежно и тепло. Я боюсь представить, какой будет март. Если такое тепло в феврале, то в март, наверное, все подтает. Но тем не менее, сейчас-то мы катаемся, и сейчас все отлично. Пойдемте в гараж. Эксперт приехал вчера на санях. Не видно повреждений, но здесь развалилась коробка, порвалась цепь. Это, скорее всего, я не уверен, но вполне возможно из-за того, что не подтягивали цепь. Знаю владельца этого снегохода, он очень небрежно относится к технике, поэтому, вероятно, такая причина. Быть может, брак. Но надо всегда следовать инструкции и подтягивать цепь. Первые 1500 километров, каждые 500 километров нужно подтягивать цепь в коробке. Как это делать, есть отдельное видео, это очень легко делается. Я делаю это каждую неделю, независимо, там обкатка, не обкатка. Парни выезжают уже. Так что, вот так. Ох, как метет-то, метет! Просто отлично. Сугроб за баней немножко вырос. Сейчас одену капюшон. Прямо отлично метет. С утра даже так не мело, просто шел снег. А сейчас, видимо, добавился ветер. И из-за этого очень комфортная, хорошая погода. Даже немножко вот титан замело. Красота. 2 градуса на улице, всего 2. Просто замечательная погода. В горах, я так думаю, что прямо нормально должно насыпать. Судя по тому, что даже здесь подсыпало и сугроб вырос, но еще не сравнялся с крышей. Это показатель. Ладно, все уже готовы. Поехали в горы.
Сейчас здесь и будем всех встречать. Контент создавать. Контент-мейкеры. Да, здесь, кстати, очень хорошее место. Ну, можно выехать, можно. Ты, в принципе, я видел, у тебя запас хода был нормальный. У меня не было задачи выехать. Была задача что-нибудь изобразить. Изобразил нормально. Нормально? Да, хорошо. Качественно. А, Серега тоже изобразил. Ну, тяжело по Ларисам. Че уж тут скрывать? Че уж тут скрывать-то? Кстати, этот лес можно и туда, и сюда катать. Вообще нормальный, отличный ходовой лесочек. Вот тот особенно. Вот там. И склончик такой не особо экстремальный. Вот есть такой ручеечек, и нужно заехать наверх. Я первый ехал, не получилось. Ну ты меня выше на 2 метра заехал. А я не захотел заезжать. А, потихонечку. Ну, в принципе, там можно было. Да сейчас выйдем. По следам набрать ход. В общем, ребята, это вопрос к... Допустим, брать мне 600-ку или там брать мне 800-ку. Можно хоть на чем кататься, но вот в таких ситуациях, как вот здесь, выехать будет проблематично. Слава богу, что дом не в той стороне, а в той. А бывает такое, что едем круговым маршрутом и нужно вот заскочить в такую горку. Ну, бьем маршрут и потом в итоге заезжаем. Такие дела. Это хаос, если что. По следам вообще нормально едет. Наверное, даже метра на 2-3 выше. Газу, дожди. Да. Серег, подожди, Серега, подожди, Витя, давай, пошел. Еще чуть-чуть проедь. Нормально! Задоминировал кот. Чуть-чуть не хватило до выхода, чуть-чуть. Опа! Пока что СКС выше всех заехал. А вообще жара. Ребята, ну СКС-то почти выехал. СКС лучше всех. Да. Воевода, что скажешь? Слушай, ну я уже говорил этому человеку, у него 2 положения газа, включил, выключил, все. Даже 2.6 хаос. Просто зажал и не отпускал. Лыжа только, знаешь, как это, лапкой махал, там у него вылетела резинка уплотнительная с лыжи. Лыжа болтается. Давай, давай, Лунтик, поехал. Поехал вниз. А, нет, хорошо.
800-й 2.6 на квик-драйве. Аксис. О, отлично. Отлично. Жара. Че вы, девчонки, кто еще? Хорошо, хорошо. Пока что внизу все еще. Отлично. Не пошла бы вся на. Какая? Трехдюймовый Патриот 850. Хорошая попытка. Он направо ушел там. Давайте налево сейчас. 800-й Axis 3.2. В тюнинге все дела. И все-таки СКС 800-й, да он? 800-й старый СКС заехал первый в эту горку. Люди там просто негодуют. 800-й? 600-й? Да ладно, ну не 600-й, что вы мне заливаете? Молодец. Вау, подожди! Да, все, наверху. В общем, газ не надо отпускать здесь, абсолютно. Надо зажать и ехать до конца. Ладно, что, поехали чайку попьем? Отвлекались, да, постояли? Да. Как здесь тихо. Да? У нас обед. Обед. Серега сейчас тишину не испортил. Лосятинка. Сало. О, поларисы понаехали. Со всех сторон. Окружили. Окружили. Испытываем новый хот-догер. Все, пиво пить, водку жрать, мадам Гагаркину. Ой, отлично обед проходит. Мы заехали на самый верх, на верх горы, стоим на вершине. Тут поддувает. Сейчас ждем еще одного человека, чтобы свалиться в следующий ручей. Температура нормальная, не холодно, когда работаешь. Когда стоишь и дует, конечно, немножко подмораживает.
Давай! Опасно вот так просто вниз съезжать. Вчера была ситуация еще лучше, еще смешнее. В этот момент, когда снегоход въехал вниз, человек ударяется об руль и раскрывается airbag, рюкзак. Отлично, отлично! Контент есть! Да, сегодня погодка, конечно. Все тает, все мокрое. Камера вся мокрая, видно разводы на объективе. Но уже вечереет. Уже сумерки, рельефа не видно. Падаем в ручей то один, то другой. Сейчас уже опасно. Надо уже в сторону дома двигать. Потихонечку поедем в сторону дома. Там у меня, кстати, в гостинице с утра сказали, что посылка пришла. Мне очень интересно, что пришло. Отличная сегодня катка вышла, отличная компания и хорошая погода. Правда, под вечер, когда мы уже возвращались домой, температура перевалила в плюсовую сторону от 0, и снег стал очень такой влажный, тяжелый. Когда ты едешь вниз, он летит на тебя такими кусками, все залепляет, снегоходы, очки. Все мокрое, техника у меня вся мокрая. Именно вот в такую погоду и ломаются фотоаппараты от излишней влажности. Но, тем не менее, сейчас минусовая температура за бортом уже, и продолжается снег. Дует очень большой ветер, и начался снег. Вечером снег уменьшился, и в какой-то момент его вообще не стало. Но сейчас он опять начался. Так что ждем завтра. Завтра, возможно, будет лучше, чем сегодня, хотя сегодня было просто шикарно. В прошлом сезоне, в начале прошлого сезона, один человек мне презентовал снегоходные ботинки. Абсолютно неангажированный человек просто решил помочь моему каналу, помочь мне и предоставил ботинки на тест. Ботинки FXR Helium Light и 509 Radiant, по-моему, так они называются. В общем, что сегодня произошло? А произошло следующее. Я заметил, что моим любимым FXR пришел конец. Получается левый, правый. Вот можно видеть, на какой стороне я больше езжу. Вот, получается, на правой траверса я езжу больше, так как этим ботинком стою на, получается, правой подножке. Что можно сказать про эти ботинки и заодно про ботинки 509? В 509-х я катался немного. Прошлую весну, наверное, март, пока было тепло, потому что они холодные. Они легкие, удобные, но холодные. И даже вот, учитывая тот факт, что я их использовал мало, они начали уже разлазиться. Это только один нюанс. Тут еще куча других, типа вот шов расходится. Но система BOA живет, ей ничего не случается. 509 с двумя крутилками, то есть отдельно вверх-вниз затягивается.
FXR с одной. Это лайты. Есть еще Pro. Вот, наверное, Pro я следующие себе и возьму. Значит, ну, у 509-х с подошвой более-менее все. Правда, вот тут вот куска не хватает. Вот, но это нюансы. Хотя не нюанс, тут дырка такая. 509-е, они остаются в запасе. Теперь про FXR. С BOA все нормально. Ну, как бы не все нормально, вот посмотрите. Вот здесь нет куска защитного. Вот с этой стороны есть, а с этой нет. Но она функционирует. Все замечательно. В этих ботинках FXR Helium Light, вот они, я катал, ну, наверное, 90% своего времени. Они очень удобные. Они хорошо фиксируют ногу, в меру жесткие. Ну, минусов я не знаю. Единственное, вот две BOA, чтобы равномернее затягивать, потому что одной у меня здесь тянется, а в этой части как бы так свободно получается. Вот еще один косячок увидел. Не знаю, видно будет, нет, вот тут трещина. Вернее, не трещина, а такая царапина, которая глубокая идет. Они не потрескались, то есть здесь есть сгиб, ну, такое залом вместе сгиба, но это просто... Тут нету трещины сквозной, просто заломчик. Конечно, слабоватая подошва, но остальное все работает. Вот с этой стороны BOA так, как должно быть с защитой. Видимо, здесь на этом ботинке я где-то промазал и прилетел BOA, но сама крутилка осталась. Вот, внутри все нормально, тут износа нет, хотя я катал в них, получается, ну, в этом сезоне уже 71 день, то есть я в них катал практически всегда, может быть дней 10, 60 дней этого сезона и, я думаю, ну, где-то примерно 50-60 дней того сезона они прошли, это точно. И вы можете сами для себя сделать вывод, сколько дней вы катаете. Вот примерно 100 дней проходили вот эти ботинки. Ресурс этих ботинок 100 дней. Я считаю, что это очень хорошо. Жаль, у меня не осталось... А сейчас, подождите, я гляну. Не осталось. Значит, у меня есть старые климы, мои любимые, которые еще до обновления, с двумя боами. С двумя крутилками, которая одна уже тут такая еле живая. У них очень слабая подошва, и я поменял подошву. То есть эта подошва уже не оригинальная. Какой-то логотип. Вообще здесь стоит подошва Vibram, если я не ошибаюсь, в климах. Это вот последние хорошие климы, которые теплые, легкие, надежно фиксируют. Они у меня стоят в запасе, но подошву я менял. И на тех, та подошва, которая у меня была, она меньше сезона прожила. Поэтому вот как-то так. Это мой опыт, ваш опыт может быть другой. Жалко FXR. Они, конечно, имеют свои минусы, такие как вес. При прочих равных они весят чуть больше, но они теплые, удобные, хорошо фиксируют ногу. Я за это готов жертвовать несколькими там десятками граммов веса на ногах. В общем, печаль, беда. Надеюсь, я в ближайшие дни закажу себе новые ботинки. Подъемная цена и качественные хорошие ботинки, которые проходили, считай, 1,5 сезона. С 25 ноября по... Сегодня у нас какое? 8 февраля. Практически, да, 1,5 сезона. И еще меня внизу ждет посылка, но я не буду ее забирать сейчас. Я лучше заберу ее завтра, либо послезавтра и сниму про это серию. Я, в принципе, понимаю, что там лежит. И это тоже экипировка. И, кстати, нужно рассказать про это. Это будет отдельной серией.
Ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока.